Здравствуйте! Вы на неравнодушном канале. Сегодня я расскажу вам невероятную историю маленькой девочки Сони из детского дома города Благовещенск. Когда молодые приемные родители Анна и Илья Димовы забирали ее из детского дома, им сказали: бесперспективная, будущий инвалид. И действительно, Соня в свои 2,5 года не умела жевать, глотала еду кусками, не умела купаться, боялась мужчин и машин, почти не ходила. В 3 года ее должны были отправить в коррекционный детский дом. Но этого не случилось, потому что ее нашли родители. Как она изменилась за эти 3 года и как она живет сейчас, смотрите в моем фильме. Смотри, кто там? Соня там. Соня там. Привет, Соня. А где дядя Илья? Покажи, где Илья? Покажи Илью. Нет, не будешь показывать. Аня, что говорили в детском доме? Знаете, вот удивительно, что то есть главврач нас категорически отговаривала. Вот просто Вот она говорила, что да, что это бесперспективный инвалид, что у нее ничего не будет. А вот Илья, он прям сидел злой такой на нее сидел, что как она может так про ребенка? Ну, то есть вот мы это не понимаем. То есть не давала шанс, она не давала шанс этому ребенку вырваться, да? Да, она говорила так, что вот ей сейчас будет 3 года, если бы мы могли, мы бы ее к 4 годам в интернат для умственно отсталых детей переведем, где, вот знаете, совсем. Ребят, ну вот посмотришь на вас со стороны. Молодые, перспективные, красивые, 2 детей. Вот что произошло в вашей жизни, что вы решили взять ребенка из детского дома? Начнем с того, что мы просто захотели, задумались о том, что неплохо бы, чтобы у нас появился 3-й ребенок. Да. Вот. Ну, а так как мы уже к этому моменту несколько лет были в курсе вообще ситуации с детьми-сиротами, да, и помогали фондам и детским домам, то мы поняли, что в принципе я для себя поняла, что мне не принципиально, рожу я ребенка или возьму из детского дома. И более того, наверное, это немножко даже для меня будет правильнее, если я возьму ребенка из детского дома, потому что я еще кому-то помогу. Да? Ты рожаешь ребенка, ты рожаешь его для себя. Когда ты берешь из детского дома, ты Тоже для себя, тоже для себя, но да. еще для кого-то. Ну вы вообще понимали, вот куда вы идете? Вы понимали, что такое приемный ребенок? Или все-таки до конца? Вот сейчас Нет. я понимаю, что нет, что это была отчасти авантюра. Авантюра, да? Ну, такая вот, да. На тот момент мы думали, что мы очень все продумали, что мы все, да. Но вот сейчас опыт больше, и, опять же, историй приемных родителей больше. Да. И я когда осознаю, с чем бы мы могли столкнуться, ну, конечно, это страшно. Но я очень рада. Нет, никогда бы я не поменяла свой. Соня у нас очень ласковая девочка, любит, чтобы с ней индивидуально занимались. Она любит играть в разные игры. Это она кормит кукол, медвежат, зайцев. Любит играть с транспортом, катает на машине или в коляске она катает. Илья, скажите, кто решился первым вслух произнести: «Я хочу ребенка, давай возьмем его из детского дома»? Ну, конечно, это была жена, супруга Аня. Как, Илья, вот как вы отнеслись как мужчина, ну, при том, что у вас 2 детей, 2 сына, все есть, да, состоявшаяся семья, все хорошо, и тут такое желание жены. Для вас это было вообще удивительно или нет? Было неожиданно, да. Несколько. неожиданно. Мы не сразу согласились на это вместе. Прошло какое-то время, примерно полгода. Мы потом вернулись к этому разговору через полгода. Ну, уже, значит, я понял, что берем, потому что это было важно тогда для супруги. Ну, а я был готов, наверное. То есть принятие пришло со временем, Со временем, этой всей нет, не ситуации? сразу, да. Но мы и не хотели, чтобы это было спонтанно. Мне кажется, это неправильно.
потому что такие решения потом можно пожалеть, Это да. передумать. Это ни к чему. Поэтому мы сначала подождали, ну, примерно месяцев 6 мы подождали, вернулись к этому вопросу, вот, и уже, соответственно, начали двигаться к тому, чтобы у нас появился еще один ребенок. Баланс, держи баланс. Тут именно ваша решимость сыграла, наверное, большую роль, потому что вы, закончив школу приемных родителей, вы не оставили эту мысль, а просто стали идти в этом направлении. То есть начали искать ребенка. Вы могли бы там, не знаю, сказать, давай созреем еще, дети подрастут, и потом возьмем. Да, я решила, что... Ну, понимаете, я давно это хотела. А вот эта пандемия и немножко какое-то переосмысление все-таки, понимаете, вот это время, которое изоляция, оно нас всех чуть-чуть вот так вот тормознуло. Да. И начали люди, и я в том числе, начали задумываться, как бы... Да, у меня еще там в 19 году там брат скоропостижно ушел из жизни. То есть я поняла, что ну, жизнь, она такая короткая, что мы можем вот прожить, там, да, заработать на крутые машины, квартиры, но все, ты уйдешь, и все, и все. И можешь уйти в любой момент. Да, поэтому надо что-то еще, как бы, может, это как-то пафосно там или высокомерно, но мне кажется, что это честно вот для себя, да, самой. Я поняла, что если я могу, если у меня есть здоровье, у меня есть куда этого ребенка привести, я, самое главное, хочу, то я буду действовать в этом направлении. И я, в общем-то, сдалась планом. Слава Богу, я очень благодарна Илье, что он меня в этом моменте поддержал. И как бы, да, вот мы с ним вместе в каком-то общем коленкоре шли. Какая у вас была главная мотивация? Вот для чего? Зачем вы хотели забрать ребенка? То есть, знаешь, вот некоторые родители, там, спасатели, вот кто-то спасает. Вот спасатели, да. И об этом нам говорили, что вот как нам говорили, мне это понравилось, кстати, что вы не должны брать ребенка, чтобы в вашей жизни что-то поменялось. Да? Вот, может быть, отношения с супругой не ладятся или что. Вот сейчас появится, вот сейчас появится, и как-то оно... Наоборот, вот надо брать, когда у вас все хорошо, и когда вас никто не заставляет. И вот, соответственно, ну, мне кажется, у нас такая ситуация как раз и была. И чтобы и нас он не спасал, ничего не менял. Ребенок начинает говорить облегченными словами: мама, папа, баба, дай, па. Звукоподражание животных, как ежик фырчит, мишка. А где нашли Аню? Где увидели Соню? Как мы ее увидели? Это был самый для меня, вот это самый тяжелый был момент. Два. Вот один из них – это каждое утро пролистывать вот эту базу данных детей-сирот. Это просто, я не знаю, это ужас. То есть я знала, что по четвергам обновляется эта база. Я садилась, наливала себе чашку кофе, и каждое утро в четверг, потому что в основном дети это Зауралье, то есть у них сдвижка по времени, да, 4 наши часа. там 7 утра, это у них уже день. Обед, день. И я вот начинала звонить. И постоянные истории, понимаете, вы звоните, и вам на том конце говорят, там, у мамы шизофрения, там, ребенок тяжелый, там, инвалид и все такое. И каждый, то есть ты смотришь вот на этого улыбающегося там ребеночка и понимаешь, что за ним какая стоит, история. и что его ждет, как бы прогноз ты тоже примерно представляешь. И это ужас просто был. Потом, и самое интересное, что Соню я по ней даже не звонила. То есть она была в базе, я ее постоянно пролистывала, но я видела, как бы, да, диагноз и все. А какой диагноз? Ну, как бы то, что мать употребляла алкоголь, да, то есть... Вот, и я не готова. Я почему-то как-то меня это отпугивало. И потом в марте появилась вот эта видеоанкета на сайте «Измени одну жизнь». И я там увидела Соню.
Я даже, там есть ссылка на усыновение. Мгм. Я прохожу, я не понимаю, что это один и тот ребенок, который... А вы знаете, когда часто смотришь там в течение... Да, Ты же всех этих да, детей да, знаешь, да, да, лицо, да. и все их... Мгм. И я смотрю и в шоке просто, что это тот же ребенок. И я тут же позвонила я сначала, конечно, показала Илье, и я сказала, боже, какие у него грустные глаза. Сонечке очень важно обрести поддержку в крепкой и надежной семье. Чуткие, понимающие, ответственные родители окружат малышкой заботой и вниманием, подарят Соне счастливое детство. Когда Аня показала фотографию Сони, как она выглядела? Вот, Она когда выглядела, увидела. честно говоря, как сказать, несчастной выглядела на все 100, можно так сказать. Но мы знали, нас к этому готовили, что фото и видео и анкета, они отличаются от того, что ты видишь в жизни. Видишь когда ты ее ребенка. видишь. И, соответственно, мы не испугались и приняли решение, что надо знакомиться. Что там за видео было? А там было видео, как она маленькая играла с игрушками, там что-то шла. Причем такой очень маленький кусочек совсем. Вот. В основном вот просто она сидела за столом, что-то там какие-то кубики возле нее лежали. Понятно, что она на тот момент не говорила. Ей было там 2,5 года, когда снимали анкету. Она только-только там научилась ходить, как-то так. Да. Вот. И, в общем-то, я позвонила туда региональному оператору, мне сказали, да, ребенок свободен, если хотите, приезжайте. Надо немножко еще назад. Я когда увидела анкету Сони, я обратилась в фонд, где помогают психологи, будущим приемным родителям, попросила, что нам купить, как нам вести себя на встрече. И психолог этого фонда, который увидела анкету Сони, она сказала, тоже на меня, говорит, не надо вам с этим диагнозом ребенок. Даже иностранцы с такими диагнозами детей не усыновляли, не удочеряли, хотя они удочеряли самых тяжелых детей. Подумайте, надо вам это или Это нет. диагноз ФАС, Да, правильно? да. ФАС, как это? Фетальный алкогольный синдром. Фетальный алкогольный синдром. А чем он опасен? Пугали нас, чем только не пугали. Основное, конечно, это умственная отсталость. Да, это органическое поражение мозга там, или центральной нервной системы. Вот. Но и агрессивность, и топографический кретинизм. Да, вот я ничего этого у своего ребенка не вижу. Но надо отдать должное еще региональному оператору Благовещенскому. Все-таки они понимают, где они территориально находятся. И я не знаю, насколько это допустимо или нет, но мне дали телефон детского дома. И я позвонила в детский дом и взяла трубку заведующая детским домом, то есть это ее, дали мне телефон. И она меня стала отговаривать. Уже по телефону? Да, что серьезные там диагнозы у ребенка, вы действительно готовы, и как-то все, и прогнозы скорее неблагоприятные, чем благоприятные. И тоже, знаете, стечение обстоятельств. Я никогда не сидела ни на каких форумах. Как-то уже эти форумы отживаются, потому что есть другие социальные сети и так далее. Но, оказывается, есть такой форум там в семью. И я там нашла женщину, которая удочеряла девочку из Благовещенского дома ребенка. И я решила просто ей написать. Может быть, недавно она удочеряла. И я ей написала, и она говорит, вы не тем звоните. Вы не стоя общаетесь с человеком. Вот вам телефон, вот вы позвоните, потому что это заведующая, она детей? Она пришла на обход, посмотрела и ушла, она видит по карточкам. Вы звоните социальному педагогу, который с этими детьми общается каждый день, она его знает и видит. И она мне сказала телефон Татьяны Викторовны. Я ей позвонила и услышала абсолютно другую картинку, что ой, такая замечательная. Не страшно, приезжайте. Такая она, И я говорю, все, Илья, мы летим. Они говорят, мы ей сделаем медицину. Вот это было середина марта, в начале апреля. Вот мы 12 апреля мы сели на самолет и полетели в Благовещенск. Да, это была пандемия, причем
Еще вот накладывало некоторые ограничения, потому что нас просили сразу по прилету сдать тесты. Мгм. Мы... То есть вас ничего не остановило? Да, мы искали клинику, вот ездили на такси по Благовещенску, искали клинику, которая может за несколько часов сделать результаты на ковид. То есть Вот, вот потому что так без вам этих хотелось, тестов да. нас просто не пустили бы. Когда вы приехали в детский дом, что из себя представляет это заведение? И насколько вас оно шокировало или не шокировало, или все было прилично? Знаете, что обычно советское двухэтажное здание похоже на детский сад в провинциальном городе. Да? Мне шокировало другое, что абсолютно вот рядом соседнее здание с этим детским домом – это современный, недавно построенный перинатальный центр. И, как мне сказали, сотрудники... Перинатальный. Как мне сказали сотрудники детского дома, что вот там женщины рожают, и этих детей через 10 дней отдают в детский дом. Потому что рядом Китай, женщины уезжают на заработки, а здесь оставляют по заявлению о том, что, значит, деток... Они находятся в сложной жизненной ситуации, просят государства. И, собственно, вот эти дети, они находятся в черной зоне, как бы их не видят ни приемные родители, ну, точнее, ни потенциальные, да, приемные родители, никто. Потом они каждые 3 месяца приезжают, обновляют вот это вот как бы заявление и обратно. Сонь, позвони. Давай позвоним Игорьку, давай. Бери телефон, звони Игорьку. Бери телефон, звони. Алло. Это кошек. Выходи гулять. Сонь. Привет. Позвонишь? Я очень рад. А мне дашь телефон, я позвоню? Давай. Вот, Илья, то, что вы видели на картинке, да, ну, когда смотрели еще только дома на фотографии, и вот тот ребенок, который вышел к вам, или вынесли его, как это было? Ой, нам сразу стало жалко его, потому что, ну жалко. Несчастная какая-то была. Ну, а что вкладываешь в эти слова? То есть как Она плачет. плакала, да? Да, она ходит, и неважно, с координацией. Сколько ей было на тот момент? Она сама как выглядела? 3 года ей было. Уже 3 года было? Да. 3 года, но как ребенок она выглядела на годовалого, там, 1,5-годовалого ребенка. Угу. Соответственно, маленькая вот девочка. Она сразу к вам Малютка. пошла? Нет, она меня боялась. И довольно долго. Ага. Несколько месяцев мы привыкали, точнее, она привыкала, То есть что она есть боялась мужчина. мужчин? Да, там в детском доме нет мужчин, Угу. за исключением охранника, дворника. То есть она и не видела мужчин Да. практически. Смотри, кто там? Соня там. Соня там. Привет, Соня. А где дядя Илья? Покажи, где Илья? Покажи Илью. Нет, не будешь показывать. Ань, вот расскажи первую встречу и как вы ее забирали, как вы ее возили вообще, вот этот вот момент. Первая встреча была, конечно, такая у нас... Она плакала, потому что ее разбудили. Это был тихий час. Мы-то как пришли? Мы пришли, думаем, в тихий час почему? Потому что мы сначала пообщаемся с персоналом, Угу. а потом как раз она проснется, поест, нам ее выведут. А персонал подумал по-другому. Ну, раз пришли, надо показать. Да. И, в общем-то, а что ребенок? Представьте, ее разбудили. 2 каких-то человека непонятных тут сидят. Пришли, да. В кабинет, в который как бы это не какая-то их там игровая комната, это кабинет административный как бы сотрудника, да, то есть Да, там стол, да. книги, там все такое. И мы так немножко, не знаешь, как... То ли там вот смотри, это дядя Илья, тетя Аня, и как-то и дядя, тетя, и как Она это сразу пошла называть? к вам? Нет, она рыдала, она плакала, там, она забилась там кушетка, она села вот так и сидит, плачет, и мы сидим, ну как бы что делать? Ну, мы ей привезли кучу игрушек, начали там игрушки, у меня была шаль, я ее там в шаль в эту укутала. А видео есть? Осталось что-то, да? Вот я говорю, смотри, как бы это. Хотя нам не разрешали снимать. То есть там сказали, Нельзя. снимать, да, нельзя. Но я говорю, пожалуйста, пожалуйста. А потом она описывалась. И нам сказали, извините. И ее увели. И все. И все, да.
понятно. И все. И сказали, все, второй встречи как бы у вас не будет, потому что пандемия. Да. В общем-то, вот. И все. И потом следующая встреча, вы ее уже забрали. Нет, мы схитрили. Мы сказали, что, знаете, нам надо просто документы еще раз там посмотреть. Там большое личное дело там, по родителям биологическим и так далее. И я говорю, вы знаете, мы привезли вещи, но это мне тоже там научили на форуме. Мы привезли вещи, а как я ее забирать буду? На примере друг велики, там, малы. Это. И нам ее второй раз еще на 10 минут вывели. Короче. Но тогда второй раз мы уже как бы приехали, зная, что мы ее заберем. Ну, просто вот это была формально вторая встреча. Но по факту, да, вот первый раз. Но первый, конечно, тяжело. То есть я и так как бы немного вешу, но за эти 5 дней в Благовещенске я на 4 килограмма похудела. Для меня это критично. То есть такой стресс был? Да, это было просто вот, ну, очень тяжелый период, потому что вот ты понимаешь, что ты делаешь такой шаг, которым меняешь судьбу не только себя, но и своих детей. Да. Вот все-таки мужчине нужно взять на себя ответственность, принять решение, да, в какой-то такой сложный, решающий момент. Вот когда вам директор детского дома говорила, ребята, не надо, не берите, будущий инвалид, неперспективное, бесперспективное, не знаю, как вам там говорили. Вот что тогда вы сказали Ане? Нам сказали немного не так. Нам сказали, мы не понимаем ваших намерений. Мы не понимаем, зачем вам это надо, врач сказал. Да. Мы не понимаем, зачем вам это надо. То есть мы долго сидим, вот уже часа 2, наверное, общаемся, и она слушает нас, и как бы даже немного соглашается, а потом вот говорит, а зачем вам это надо? Вот, я вот не понимаю, вот вы прилетели с Москвы, вот все такие вот, живете тут в гостинице, приехали к нам, вот зачем надо? И меня это что-то так разозлило. Значит, зачем надо? Ну, к тому, что, значит, правильно делаем. Если она не понимает, значит, все правильно. Сонечка, давайте, я пришла к вам на кухню. Очень хочу есть. Что вы мне приготовите для меня? Можете блинчики? Морковку давайте. Так, что еще? Вкусно ем морковку. О, это что такое? Лук. Это свекла. Свекла. Свекла, да? Есть. И еще морковку. Ням-ням-ням-ням. А ты любишь морковку? Да. На, тоже ешь. О, а ты можешь приготовить суп? Да? Нет. Давай. Да, вот так. Так, что нам понадобится для супчика? Что у нас тут есть? Вот, Ань, когда забираешь, тебе отдают ребенка, да? Вообще. Это, вот что чувствуешь, когда вот эта передача происходит? Удивительно, что это, шок, что это так просто, что могут вот так вот отдать ребенка. Просто тебе дают пакет документов, тебе дают бумажку, вот это распоряжение об опеке, и все, и ребенка. И это, конечно, да, это вот кажется, как это так? Это же ребенок. Как это вот просто вот так вот взяли? Вы возьмите, заберите. Заберите ваше. Да. За пакет документов. А что-то известно о родителях кровных? Мама умерла, а папа в тюрьме. Вот. Сестер, братьев у нее? Единственный ребенок у мамы, у папы. Молодые родители. Соня, как ты играешь на ноутбуке? Ну-ка покажи. Сонь, как ты играешь на ноутбуке? Ань, ну вот вы приехали, и новая жизнь, да? Как дети вас приняли? Как вообще ваша вся семья приняла? Потому что, я так понимаю, у вас большая семья. Да. И с твоей стороны родителей, и со стороны Ильи. И все в этом участвовали. Да, и у Ильи брат, у меня сестра. А у меня сестра еще врач. И она, когда зашла, она училась на педиатрическом факультете, училась, потом поменяла специализацию. И она, когда зашла, и такая смотрит, говорит, боже мой, такие бывают маленькие. Она такая маленькая, она 80 сантиметров была, Ой, когда Господи, мы ее забрали. Кнопка. 3 года. 3 года. Она была 80 сантиметров и ходила. Она говорит, они такие ходят. Да, кабан, да? Сонь, а это кто? Сонь, кто это? Соня, кто это? Мишка, да? Мальчишки, а вы помните вот тот момент, когда только привезли Соню?
Да. Помните? Расскажите, как? Ну вот, этот момент, получается, тогда мы оставались с бабушкой по маминой линии и с дедушкой. И они нам купили, ну, Егорку купили киндер. Ну, не вот этот обычный, а там такие большие такие мягкие игрушки попадаются. И там ему попался такой бегемотик в юбочке. И когда приехала Соня, то есть, да, обрадовались все. Мы ей подарили этого бегемотика, но она с нами не разговаривала, обиделась. Бабушка ей дала компот, ее, видимо, вырвало, потому что это полет, страшно, то есть такая ситуация. Вы ждали сестру? Да, я ждала очень. Да? Я когда смотрела, я видела, мне она очень понравилась. Понравилось? Да. Ну, а как у вас с ней сложились отношения? Вообще сложились? То есть... А когда она приезжала, она не любила мужчин. Так. Когда Да. видела папу, она плакала. Да, она плакала, она она не плакала и пряталась от папы. Ну, то есть, Она не любила мужчин. Мгм. И от нас тоже. да, пряталась, плакала. Насколько вам было сложно в первый год? Вот как отцу. Сейчас я говорю вот про вас, про как отца. Вообще отношения, сформировать вот эту привязанность, понять, что это твой ребенок тоже. Сложно было, что мы привыкли, вот мальчики у нас, да, мы привыкли, что они самостоятельные, и, Да. то есть вот если мы гуляем, они гуляют, мы с супругой гуляем, и вот не нужно за ними смотреть постоянно, то есть они, ну, взрослые, можно так сказать. Да. Ване было 7, а Игорьку 5 лет. Вот, а за Соней нужно глаз да глаз. И на площадке детской, и когда мы катались на самокате, вот у нас были случаи, что она просто падала. Падала, да, и мы и в больницу после этого ездили, зашивались. Вот, соответственно... Ну, такая шустрая она. Ну вот, да. То есть, вот покупкой шлема мы чуть запоздали. Вот. А так, не сказал бы, что нам было там, как сказать, к черте невыносимого ужаса мы не подошли. Кому бегать, кому бить, кому тебе водить. А привязанность быстро возникла к Соне? У Сони ко мне? Да, у Сони. Нет. Нет, да? Несколько месяцев. Вот прям несколько месяцев. Она меня видела и плакала, и уходила. А были моменты, когда вот было очень тяжело, Илья? Вот когда просто невыносимо, и вот просто вот хотелось сказать, ну зачем? Ну зачем мы в это все ввязались? Ну, чтобы уже прям так совсем... Сейчас я все вспомнил, все, что было за 3 года. Нет, тоже нет. Нет такого, да? Вот ни разу. И тяжело было. Было тяжело. У нас был период, когда мы жили в маленькой квартире. Вот прям совсем впятером. Ну, прям в двушке прям. Так вот компактно. Год мы жили. Вот. Ну и тогда не чувствовали, что мы неправильно что-то сделали. Нет, не было такого. Так, ну что, повар Соня, принесите нам какой-нибудь вкусненький тортик. Мы хотим с мальчишками что-нибудь перекусить. Чай у нас уже есть. Так, держи. Это тебе будешь пить отсюда. Ой, как... Только высохло. Ну, ничего страшного. И такой сухой. Как вкусно. На тебе кусочек тоже от тортика съешь. И ты тоже будешь есть. Мальчишки, а вы часто за столом, за большим собираетесь всей семьей? Ну да. Да? Каждый выходный. Почти каждый день? Каждый. Так, повар, глаз не видно. Я не буду плакать. Вы любите чаевничать? Я не буду. Не очень. Почему? Тортики есть за большим столом. Да. Блины. Нет? Блины. А мне мама печет блины. Мама тебе печет блины? Всегда. А ты любишь какие? Сладкие блины или с мясом любишь блины? Соня, а С мясом? барашка? Ань, ну самое сложное, вот скажи, самые трудные моменты какие у тебя были? Ну, это скорее мои моменты внутренние, чем с Соней, потому что я такой человек, перфекционист. Вот я там хорошо училась в школе, хорошо училась в институте, пошла в аспирантуру. У меня хорошие мальчики, я их там все, да, вот
вот это вот все должно быть Да, понятно. как надо. Да. И тут, когда ты приходишь на детскую площадку, и ты мама ребенка, у которого не быстрее Да. всех бегает, Да, он вот не это. лучше всех читает. И для меня вот это было тяжело. Но это мои как бы загоны, да, и мне с этим было тяжело, да. Я Но это можно все прожить, это понимаю. все можно принять. Я сейчас уже с этим абсолютно спокойна. Но первое время, когда особенно даже не мамы, а бабушки на площадке Да. глядя, а что это у вас так? Да, что это у А вас чё там это с у вас? ребенком не так? Да, и мне с моим еще, знаете, другой бы человек там бы сказал, ну иди. Да. А я вот так, мне было тяжело это. То есть я ничего не врубила, ничего, но я потом уходила, и я это переживала, что вот, так вот, да. И никто в этом не виноват, ну да, ни я, ни Соня, ну вот так случилось. Мука. А я люблю есть муку. Из муки что делают? Са. А, ты хочешь читать? Давай. Это может Читай. Дама. Молодец. Гола. Ань, вот этот вот диагноз, он ФАС, вот как с ним дальше жить вообще? Какое будущее у ребенка? Как это все может дальше развиваться? Это же синдром. Ну, то есть Как это он как проявляет себя? это же не вирус и там Да. ничего. Это вот и есть, да, это поломка, это нарушение, да, вот взаимодействия там Да. в мозгу, да, поражение головного мозга. Да. И дальше вот оно и есть. Если ты, понимаете, тут Это вопрос... купировать можно как-то? Или Нет, это... а он никак не развивается. Вот он не- есть, он есть и все. и все. И дальше все. Вот, то есть, если Соня сейчас там она развивается, ну все, значит, нас это миновала ситуация. Бывает, некоторые еще вот говорят, специалисты, которым занимаются, говорят, что очень сложно у таких детей подростковый возраст. Потому что тут тоже вот нервная система незрелая. Но она может быть и незрелая, потому что она родилась очень маленькой, понимаете? И да, я вижу, что ей тяжело справляться с эмоциями. Да, вот она... надо вот поспокойней. Она вот если идет, например, из сада, вышла в прекрасном настроении, тут что-то и так, оп. Я ее называю, это наша мисс Истерика. То есть мы к этому с юмором относимся. Я очень надеюсь, что нас это минует и в подростковом периоде. На. Иня. Читай вот это. Ома. Я себя слушаю. Слушай, ты себя слушаешь? Слушай. Мы. У. Дальше что? Мыл? О. Ки. А, ты и. Сейчас, да, давай. Найдем что-нибудь. Давай вот это читай. Ой, лайк. Лайк. Ань, расскажи, какая она вообще по характеру? Ты уже вкратце говорила, но всё равно, какая она по характеру и как она изменилась за эти 3 года? Вот какую вы взяли девочку, а какой она сейчас стала? Она командир, Соня. Командир, она всех строит. Вот она. Иди к нам, давай. Иди к маме. Вот пришел наш командир, она всех строит. У нее должно быть все под контролем. Да, Сонь? Да, она всех любит контролировать. Она очень участливая, и все это говорят. Вот она сострадательная, да, она может, если кто-то плачет в саду, она первая придет, скажет, что случилось. Она очень такая, да, вот харизматичная, очень усидчивая. Вот тоже говорят, да, вот ФАС, вот они, у них СДВГ. Вообще, то есть это не про нас. Мы будем сидеть, я уже не могу, сижу над этой книжкой, она читаем. Я говорю, Соня. Вот так вот, да? Да. То есть усидчивый ребенок, это очень важно. И очень какая-то, знаете, не по-детски мудрая. Вот у нее есть какая-то... И это вот я замечаю с самого вот как она у нас появилась. Она вот
как это есть в ней такая жизненная мудрость житейская. Она вот четко как-то знает, где надо отойти, где надо поднажать. Даже ну, раз вот удивляешься. Вот, мальчишки, если будет такая ситуация, что нужно будет Соне помочь, не знаю, там, кто-нибудь на нее, не знаю, не дай бог, нападет или ударит, а вы ее будете защищать? Да, ну конечно. Ну, Она в садике. Сейчас Она в садике, и к ней пошел мальчик, она его Ваня ее научил прием бить под челюсть. пощечину давать. Она лиша, она после Ваня говорит, смотри, как Саня бьет лиша. Она подходит ко мне вот так. Да, она просто так леща бьет, оглушающе. Больно. Ну, ее там, это было в прошлом садике до переезда, то есть к ней приставал какой-то мальчик, вроде Платон, да, Платон. К ней приставал какой-то мальчик, он ее бил, что-то там отбирал игрушки, ну, короче, издевался, да, обзывал. Да. Он там еще вроде матерился, если не ошибаюсь. Ну, так вот, и... Короче, она такая приходит домой, там, мама спрашивает, кто тебя обижает, и она весь день, и она, то есть, не весь день, а, то есть, когда ее спрашиваешь, она всегда, Захар меня обижает, там еще Никита его поддерживает. И, то есть, я такой, ну, смотри, когда тебя обижают, я ее стала учить, где-то этот прием выучили за неделю, ну, и потом она просто подошла к этому мальчику, бац, и вот так вот, и все, и ушла. То есть ты ее научил обороняться? Да. Ну, мне кажется, в школе это уже не поможет, конечно, блин, в школе вообще драться нельзя. В школе, да, в школе это плохо. Драться. У нас на прогулке там устраиваются бои. Лея, какое будущее ты видишь для своих детей? Вот. Всех детей? Ну да, конечно, и Сони, и мальчишек тоже. Что бы хотел, вот, какое желание, вот, кем ты видишь? Ну или, по крайней мере, просто твои мечты какие-то, можешь сказать. Сложно сказать. Маленькие они еще, да? Ну, сложно сказать, да. Я вот как нам родители сказали, мы едем в Москву, мы поступаем в определенный вуз, вот, ты вот будешь вот строителем, ты вот да, ну раньше так всегда, да. Ну, потому что время было такое. Да. И родители как бы вот, то для своих детей хочу, чтобы они сами, ну вот сами решали. А мы уже как-то постараемся сделать так, чтобы он смог решить, ну, несмотря ни на что. То есть, чтобы он не думал, что вот... А здесь вот как-то полегче будет, или наоборот, какие-то сложные ситуации. Жить негде, допустим, или квартиру надо выплачивать, или что. Мы вот постараемся, чтобы они смогли сами сделать выбор свой. Ой, не надо, стой, не надо. Все, давай, я держу. Уносим. Стой. Тихо, нет, я так... Ай, мелкий. Ань, изменила вашу жизнь Соня? И изменила ли она тебя, вот как мать? Ну, жизнь наша, она, конечно, изменила. Безусловно. То есть я вот понимаю, что вот сложился наш пазлик, да, вот все у нас, вот все, что хотелось, слава богу, все получилось и так, как хотелось. И вот я иной раз даже думаю, что вот если бы я там просила бы у Бога себе дочку, вот я бы была счастлива, если бы у меня родилась такая дочка, как Соня. Вот со всеми ее капризами. Ну, она, ну, не знаю, я ее... Вот, это мой ребенок. Я просто уверена, что это вот... Ну, это вот так случилось, что вот она вот там где-то у кого-то родилась. Да, для вас. Да, но это наш ребенок. А еще кому-то звонить? Бабушке, да, и все? Когда у тебя появится настоящий телефон? У тебя какие догадки? Вот когда у тебя появится свой новый телефон? Нет? А когда он появится, что ты с ним будешь делать? Играть в игры, да, разные? Нет, он будет смотреть фото. Будешь смотреть фотки, да? За 3 года ребенок очень сильно изменился. Да, он стал членом семьи полноценным. Все, бабушки, дедушки, пожалуйста, переезжай. Илья, вот скажи, пожалуйста, вот отец, просто отец, и приемный отец, это вообще разные понятия? Не знаю, не вижу разницы. Нет разницы? Нет, разницы нет. Ну, она как бы, наверное, и правильно. А дети же все чувствуют. Они, может быть, не говорят, но все понимают. Да. Полюбить чужого ребенка, что для вас значит? Полюбить ребенка из детского дома. Ну вот полюбить, да. Вот как? Принять его, как не полюбить? Ну, в смысле? Можно не полюбить. А можно не полюбить? Ну, можно не полюбить, конечно. Можно просто принять, ну вот этот ребенок, но не любить его сердце. Ну, может быть, нам так повезло. Я не знаю. Может быть, нам повезло. Ну, вот как-то так получилось.
Табачка. Табачка. Соня, убегай. Папа. Иди потихоньку. Вот сюда, иди, вот сюда. Хитрый, притворился. Все, иди, я его поглажу, иди. Бегом, Соня, бегом. Мальчишки, ну вообще послушайте, ну вообще это же здорово, когда у вас есть сестра. Да, это очень хорошо. Когда у вас такая большая... Два брата, это не очень удобно играть, потому что у них разные возрасты. Возраста. Ещё, да. Нет. И почти нету игр, где двое человек. Мгм, понятно. А где трое, там, съедобно, несъедобно. Вдвоем тоже может поиграть. Ну, Футбол. Соня судья будет. вот сейчас, честно, на самом деле, в самом начале, ну, я сейчас не про этот момент, в самом Да. начале я хотела, чтобы мама с папой взяли мальчика. Вот прям Так. очень. Мы с Игорьком прям очень сильно хотели, чтобы они взяли мальчика. Но сейчас, то есть, я понимаю, что сестра потому тоже что, хорошо, когда- почти не когда Соню отличается. взяли, а Ваня говорит, а возьмите еще маленького мальчика. Да, вот. Мгм. А ну, еще когда мы с вами спрашивали, я помню, мама спрашивала, а вы не будете бояться, что она будет капризничать? да, вот сейчас это... То Ну есть- ладно. То есть только плюсы, да, от того, что девочка? Ну да, на самом деле, ну, правда, ну сестра это как так разнообразит жизнь, потому что ну, ты живешь да, два мальчика, ты живешь с братом, у тебя 3 брата, ну что, футбол, там, я не знаю, стрелялки какие-то, ну и все. Сестра хоть жизнь разнообразит, я не знаю, поиграй с ней в куколки, там, приготовь еду, не знаю, ну что-то еще такое сделай. Папа. Еще последний вопрос. Вот скажи, пожалуйста, вот если сейчас кто-то из родителей тоже стоит перед выбором, да, взять ребенка с ФАС, да, вот с этим синдромом или не взять, вот что бы ты им сказала? Бояться, не бояться, идти в это, не идти, забирать такого ребенка? Я не знаю, что это кот в мешке, да, то есть это не поймешь, где. Я знаю, я благодарна Богу, что у нас так все сложилось, да, что имея вот вроде бы какую-то совсем неблагоприятную картинку, в итоге вот мы получили, что называется, вот этого подарочного ребенка, да, то есть у нас все замечательно. Но я знаю кучу историй абсолютно противоположных. И когда семьи живут с такими детьми, и они не любят, а просто принимают, и это ужас всей семье, всем, и родным, и родителям, и этому ребенку, и, как бы это трагедия. И тут должны просто трезво оценивать, честно, вот задать себе вопрос, вот прочитать самые плохие истории, познакомиться, может быть, пообщаться. Обычно приемные родители, они всегда очень как бы коммуникабельны. Спросить вот себя, вот если у меня будет, вот если я Вот с этим это всё самое да, плохое, вот я, да. что я буду делать? Вот я готов на это? И если вот где-то чуть-чуть вот нет, то нет. Мгм. Нет. Потому что никто не знает. Я тоже не знаю, да, нас еще ждет переходный период. Что у нас будет? Я не знаю, но я верю в Соню. Я верю и вижу, и надеюсь, что у нас все будет хорошо. У вас точно все будет, Аня, хорошо, я в этом вообще не сомневаюсь, потому что она живет в такой семье прекрасной, которая ее поддерживает, самое главное. Верит в нее, все в нее верят, поэтому как может быть... Тем более такое количество людей. Столько людей, такая большая крепкая семья, я думаю, у нее просто выбора уже другого нет, только одно, идти уже в этом направлении. Спасибо большое, Анечка, спасибо за разговор.